Всем привет! Сегодня 9 апреля 2021 год. Приехал я на море, на промоину, посмотреть, в каком оно состоянии. Изменилось что-либо или нет. Какие кучугуры ракушки понаметало сильным штормом. Тут целая гора получается. Вот представьте, какая сила природы, чтобы вот так вот нагорнуть ракушки. Ракушка с этой точки, вот как я смотрю, выше буны. Так что вот высоты буны, я так думаю, все-таки не хватает. Как видите, как оно все получилось. Здесь вот такая куча песка. Так, залезть на горку на эту. Вот представьте, какой террикон получился. Смотрю, и там намело больше точка. Вот смотрите, какая высота получается. Да, после последней съемки, я так думаю, шторм сильнее был. Тот раз я снимал, вот здесь как бы шла ракушка, а вот это вот, видать, уже штормик посильнее был. Вот с этой точки я сейчас сниму. Вот смотрите, как оно все. То есть буд засыпало полностью ракушкой. Как будто с экскаватора кто-то нагрузил сюда. Так, посмотрим, что у нас там получилось. Ну, на мой взгляд, щебня меньше стало. Мелкого. Я так думаю, мелкий щебень туда тоже вымывало. А вымывало 100%. Вот смотрите. После последней моей поездки такого не было. Вот идет щебень, которая там почему-то очутилась, и пошла коса аж туда, на срединку. Да, сила природы. Вот представьте, камни вот эти, все сгребло. Ну, я так думаю, вот эти камешки, видите, тут оно было вот такое закругление, вот так вот шло закругление и пошло туда. Вот этого не было. Вот эти камни, да, 100%, они были здесь. Потому что сама промоина была уже, вот она вот там вот заканчивалась. А вот это все отсюда вот сгребло и вот туда вынесло. Вот такая вот картинка получается. Да. Вот вам и стихия. Вот так вот. То есть мелкой щебеночки здесь вообще нету. Вымыло ее. Большие булыги остались, а то размыло. Вот такие дела. Все кардинально поменялось. Сейчас пройдемся по этой косе. Представьте, сколько намыло. А это все надо
Ну, здесь как бы, может быть, оно не большой роли не сыграет никакой. Но там все равно есть проход воды. Водичка идет, течение присутствует. Сейчас ветер в море, то есть с лимана немножко выгоняет воду. Как видите, немножко вот течение есть. И вот там вот самое вот такое глубокое место, вот больше под ту сторону видно, где течение. Сейчас пойдем туда, пройдемся, поглядим. Водичка чистенькая. В этом году весна поздняя, холодно. Уже скоро середина апреля будет. А у нас еще холодрыга. Ночью заморозки. Вчера, правда, был денечек хороший, солнышко светило. 23 в тени было. Но это было вчера. Сегодня солнца нету. 8 градусов на улице. Вот так. То была вот здесь коса намыта, а сейчас она сместилась вот сюда, ближе к центру. Вот практически я сейчас выйду на середину промоины. Да? И есть. Кукушка трещит. Ну вот даже судя по мосту бывшему. Сейчас я вышел уже на середину промоины. Что туда, одинаково получается. Но течение есть. И глубина там есть, я вам скажу. Русло все равно работает. Ну все, дальше я туда не зайду. Еще мелечки вот пошли вот здесь, но там заканчивается. И вот там вот аж под мост, вот туда за мостом, я смотрю, просвечивается. Не знаю, на камеру будет видно или нет. То есть здесь все меляк, а вот там голубая вода уже, то есть глубина есть. Ну, как-то так. Приехал, может на рыбалочку, хотя еще холодно, никто ничего не ловит. Ну, по какой-то причине человек выехал. И вот здесь при сильном ветре вода через эту ракушку шла. Ну, видно, она вот как намыта. Сюда намывает. Вот так вот. Вот так все изменилось. Но промоина все-таки работает. Хоть немножко и подмулило. Вот отсюда хорошо видно. Не знаю, на камеру будет видно или нет. Вот посредине идет такая голубая вода, темная, более темная. И вот туда, вот под тем краем. Вот здесь вот под этой стороной мелечки. А там чуть поглубже. Ну, мерять я никак не померяю глубину. Ну, лиман с морем сообщается. Рыбка на Неве будет по-любому заходить и выходить. Ну, даже я вам скажу, если в таком положении все оно будет оставаться, все будет работать. И рыба будет не реститься, и уровень лимана сюда будет нормальный. Вот. Как-то так. Что хотел, показал. Вы сами все увидели. Что матушка природа творит.
промоиной. Да, ну это, чтобы все расчистить, сколько здесь надо соляры спалить. Да, не знаю, есть ли смысл вот этот меляк вычищать. Я думаю, вот там вот надо средину подчищать, поддерживать русло. А здесь природа и все равно замоет. Я думаю, что противодействовать природе не нужно. Нужно смотреть, как она намывает, как она улаживает песок и где оно остается. Вот где остается, там и нужно оставлять. Ну, это мое личное мнение. Сейчас поднимемся повыше. Посмотрим на мелячки. Вот так вот. Ну вот, как видите, меляки начинаются вот, а что там? Вот и чайки сидят, и пошло до половины. Можно сказать, пол канала здесь засыпано песком. Но там русло есть все равно. Ну такое натворило. Когда ее открывали, вот здесь все вода была. Но теперь ее нету. Ну, в общем, буду заканчивать видео. Снял, что хотел. Вы все увидели. Едем домой. Подышали свежим воздухом. Приезжайте летом на моря отдыхать. И всем пока.